Друзья, всем привет! В этом видео буду отвечать на ваши накопившиеся ко мне вопросы. Вопрос номер один связан вот с этой лапкой. Что это за лапка? Значит, был под мастер-классом о пошиве вот этой юбки. Я использовала эту лапку для того, чтобы получить сборочки, то есть для присбаривания, но также я напоминаю, что кроме вот этой лапки я использовала дополнительные настройки, то есть одно без другого не работает. Нужно и настройки изменить, натяжение нити, я показываю, как и что это сделать в этом мастер-классе, он называется «Розовая мечта», и поменять лапку. Это лапка для декоративных строчек. Сейчас я покажу вам ее непосредственно в инструкции. Вот она, лапка номер 19. И вот здесь, посмотрите внимательно, под 19 номером ее название. Лапка для декоративных строчек. Почему я использую ее, а не специальную лапку для присбаривания, ведь такие тоже есть. Когда я пошла, чтобы купить специальную лапку для присбаривания, мне предложили лапку, которая дает другой дизайн вот этих сборочек. В общей массе изделие выглядит иначе. И то, как оно выглядит, те сборочки, они меня не устроили по дизайну. Поэтому я применяю вот такую лапку и дополнительные настройки. Вторая причина, по которой человек может начать использовать тоже вот то, что делаю я. Это то, что к его машине, к своей машине, даже если сборочки устраивают, но на его машину ту лапку установить нельзя. Такое тоже бывает. Поэтому, если вдруг у вас одна или та ситуация, что вас не устраивают лапки для присбаривания, такие как они есть, вы можете использовать лапку для декоративных строчек плюс изменение настроек машины. Мастер-класс «Розовая мечта» я показываю изменения, какие нужно сделать. В других мастер-классах по пошиву фатиновых юбок, везде, где нужны эти сборочки, я везде останавливаюсь на этом моменте. Если вы чего-то не можете найти, пишите в комментариях, я постараюсь скинуть вам ссылку. Почему постараюсь? Потому что бывает так, что не сразу прочитаю комментарий, или он не сразу появляется, а спустя какое-то время. Даже я уже открыла доступ, открыла возможность писать комментарии без дополнительной проверки. То есть раньше человек пишет комментарий, он отсылается мне на проверку, я проверяю и, допустим, опубликовываю или не разрешаю публикацию этого комментария, потому что комментаторы и комментарии тоже бывают разные, оскорбительного характера, вообще непонятно, какие вопросы задают. Сейчас вспоминаю один вопрос, но просто который меня в тупик поставил. Как используют фатин в сексуальных играх, ну кто-то там, короче. На всякий случай хочу дать комментарий на этот вопрос тоже, уже параллельно, коль я его коснулась. Ребята, этот канал о пошиве свадебных и вечерних нарядов. Кто как использует что-либо в сексуальных играх, это не по этому адресу. Поэтому давайте мы остановимся на процессах изготовления изделий. Так, касательно лапки, я думаю, я все сказала, или я все же что-то упустила. Но самое главное, я ответила на вопрос, что это за лапка, как называется. Лапка для декоративных строчек. Поехали дальше. Так, говорила о таком клее. О том, что я не любитель этого клея. Зрители моего канала, не этого клея, а вообще клеев текстильных, зрители моего канала знают. Почему, я тоже объясняла. И вот под подробным видео «Почему», под подробным видео ответом «Почему», мне написали, а как же спортивные наряды, где на этот клей 600, ну, наверное, речь идет о клее 6000, здесь 7000, клея стразы, они же изначально для клея предназначены, их никак иначе не приделать. Так, их можно приделать, прикрепить, но уже давно
лет 20, наверное, около этого, во всяком случае, мне так точно, около 20 лет доступны не просто стразы, а термостразы. Для них используется термопаяльник, которых тоже есть разновидности. Есть обычный попроще, приблизительно плюс-минус, зависит от страны. Допустим, я покупала в районе $20 и показывала. Есть специальные отдельные мастер-классы, снятые на моем канале, как работать, нюансы работы. Допустим, вы берете кристалл SS20, берете насадку чуть-чуть меньше для того, чтобы он не застревал, чтобы потом его не выковыривать. То есть совсем есть с каждой операцией, с каждым оборудованием есть свои какие-то нюансы. И вот я поделилась в том числе и работой, что касается страз. Итак, стразы можно приклеить, но использовать правильные стразы, то есть термокристаллы. Есть также вакуумный паяльник, который присасывает кристалл и потом крепит. Также есть видео у меня о видах оборудования современного, которые используются для крепления вот этих термостраз. Можно клеить утюгом, можно клеить платформы такие опускаются, боже, сейчас забыла, пресс, термопрессом можно использовать. Но что касается в одиночку, вот когда один камешек конкретно клеится, это паяльник, либо вакуумный паяльник. Вакуумный паяльник последний раз, то, что я знаю по последним ценам, был плюс-минус $100. То есть обычный приблизительно $20, и я показываю обычный, как обычным работать. Вакуумный, присосал кристалл, и вы его прикрепили где там вы хотите. Есть полуавтоматы, которые работают, например, дома высокой моды, дом моды Элисап работает. И я вот видео, которое я выложила об оборудовании на своем канале, я показывала именно фрагмент работы дома Элисап. Там выставили они рекламный ролик. Из этого ролика я взяла фрагмент для того, чтобы вам показать, что я это все, как бы не выдумываю, а это на самом деле факт и правда. Падает красный луч, и вот куда эта точка красная светит, туда сейчас мы с вами прикрепим кристалл. То есть это полуавтоматы. Есть еще автоматы. И тоже я это все показывала. Поэтому для работы со стразами есть очень много вариантов. Важно применять правильно. Зачем брать кристалл, потом наносить на него клей и крепить? Это и долго. И, честно говоря, я не понимаю. Если вы находите в этом какой-то смысл, и тогда вам и нужен клей, и нужен, допустим, восковый карандаш, то есть чем-то же вы должны донести до изделия вот этот вот кристаллик. В общем, я не знаю, это целая головная боль. Намного легче использовать термокристаллы. Я использую Swarovski, потому что это бренд, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Если я использовала простые кристаллы, вот еще вопрос, сразу перехожу к следующему вопросу, почему именно Swarovski, что нет других производителей кристаллов? Есть другие производители, сейчас я расскажу о тех, с кем я столкнулась. Я не буду называть конкретно имя, но я объясню результат для работы. Кроме того, что это камни, имеющие другой состав, не хрусталь, другие грани, оно все по-другому в результате выглядит, а кристаллы Swarovski это наилучшая имитация бриллиантов на сегодняшний день, драгоценных камней. Палитра огромная, есть жемчужины, есть... В общем, чего там только нету. Но сейчас на чем я хотела остановиться. Почему нет других производителей? Другие производители. Вот у нас есть кристалл. Я его приклеила. Сдала платье на прокат. Кристалл отвалился. А вот та основа с клеем. То есть кристалл, основа, клей, а потом, значит, уже поверхность платья. Все расслоилось на части. Термопластмасса или что там используется, или просто стеклышко какое-то отвалилось в одну сторону, а основа, на которой держалась это стеклышко или термопластмасса, значит, осталась на изделии в виде зеленого пятна, в виде там серого. Да, можно взять новые кристаллы и сделать, своего рода реставрацию. То есть
там, где вот эта точка осталась, сверху туда просто новый кристалл прикрепить, и все. Так вот, кристаллы Сваровски, если ты прикрепил, никакую реставрацию делать не надо. И когда их на изделии, ну, их не бывает там 1, 2, 3, как правило, их много или очень много. И в общей массе это просто какой-то шедевр. Любое изделие можно украсить. Самую простую майку можно украсить этими кристаллами. Или изысканные кружева. Это будет, ну, просто великолепие. Это повышает в разы желание купить. Да, это будет стоить дороже. Конечно, в результате это изделие будет дороже стоить, но тем не менее имеет смысл, может быть, меньшее количество кристаллов поставить, но все-таки, чтобы это были Сваровски. И еще, что касается Сваровски, я и в платном курсе, и из платного я вырезала фрагмент для бесплатного доступа для зрителей моего канала, связанный с рациональным использованием кристаллов Сваровски, в котором я говорю, сейчас попытаюсь вкратце напомнить или рассказать то, что, ну, так, чтобы вы не прыгали со ссылки на ссылку. Есть кристаллы разного диаметра, и наиболее экономически выгодные по вложениям это кристаллы размеров SS16, SS20 и SS10. Допустим, заполнить один и тот же размер поверхности крупными кристаллами будет стоить в десятки раз дороже, чем мелкими кристаллами. Почему? Вот такой крупный кристалл еще имеет большую высоту и большее количество хрусталя там используется. Плюс, я думаю, что для крупных кристаллов зачастую используется, для огранки может использоваться где-то ручной труд, что замедляет процесс работы и делает итоговую цену более высокой. А здесь все-таки, мне кажется, больше делают на автоматах какие-то машины, то есть непосредственно огранку, но делается все очень четко. Это просто бренд, которому равных на сегодняшний день нет, и существует сколько уже 125 лет на рынке, не одно поколение, и из поколения в поколение семья Сваровски нас радует все более новыми, интересными и современными предложениями. Этими кристаллами украшали свои наряды Мэрилин Монро, Марлен Дитрих и другие звезды Голливуда, и современные звезды, и лучшие свадебные бренды сегодня их используют. Поэтому рекомендую обратить ваше внимание на бренд «Элементы Сваровски». Думаю, ответила на вопросы, связанные с кристаллами, более чем подробно. Далее, на гребне планируется веточка. Речь о фате. Сейчас, наверное, я сейчас остановлю запись и уже в следующем видео вам отвечу на этот вопрос. Хочу принести фату.